День добрый. Всем привет, друзья. И я продолжаю свою рубрику, мою любимую рубрику «Новый день, новое путешествие». И если вы смотрели мое предыдущее видео, вы знаете, что выбор у меня был между Кельцами и между Быгдощем. И где же я сейчас нахожусь? Трын, барабанная дробь. Я нахожусь в городе Кельце. Поздравления с Кельц! Если вам интересно этот день провести со мной, посмотреть на чарующий город Кельце, то приглашаю. Но перед этим не забудь подписаться, нажать на колокольчик и поддержите меня лайками. Также жду от вас комментариев. Каждый ваш комментарий – это поддержка мне и моему каналу. Ну что ж, идем знакомиться с Кельцами. И сегодня я нарушаю свою традицию, я снимаю на фоне автобусного вокзала. Посмотрите, как это все футуристически выглядит, как будто летающая тарелка. Тут со мной друзья, автобус. Почему? Потому что железнодорожный вокзал, на реконструкции его фактически нету, он строится. Я вам говорю, за последние месяцы, что я езжу по Польше, у меня такое ощущение, что взялись очень капитально за железную дорогу и за вокзалы, все реконструируется. Ну так вот, Кельце, город Кельце. И если честно, когда я решала, куда мне ехать, о Кельцах я фактически ничего не знала, кроме того, что это столица Швентокширского воеводства. Все, на этом мое знание об этом городе закончилось. Но когда я начала готовить и планировать свою поездку, я уже на этапе подготовки поняла, что, конечно же, лучше в этот город, наверное, приезжать, когда уже теплее, когда уже все зелено, потому что город чарует своей природой. Наверное, так же, как и в Ольштин, надо ехать уже, когда тепло. Кельце тоже чарует своей природой, так как город – это столица Швентокширского воеводства. А что мы знаем о Швентокширском воеводстве? Что это воеводство славится своими горами. Поэтому думаю, что у меня сегодня такая себе будет разведка. Похожу больше по городским достопримечательностям, но я уже уверена, я еще не начала свое похождение, но я уже уверена, что в город я этот еще буду возвращаться и не раз. Итак, сам город Кельце расположен в центре Польши и от Варшавы где-то 150 километров. И это очень старинный город, и история показывает, что поселения тут были уже в XII веке, и город располагался уже в то время в очень выгодном месте на перекрестке торговых путей, что очень быстро дало развитие городу. Также, что нам известно о городе, что долгое время городом владели краковские епископы. Так что думаю, что город нас удивит. Но начинать знакомство с городом я буду с улицы Сенкевича. А вон там за моей спиной как раз таки будет будущий главный вокзал. Но вернемся к улице Сенкевича. Известно, что за историю существования этой улицы говорят, что она существует уже больше, чем 200 лет. Название улицы менялось пару раз. Длина этой улицы почти 1,5 километра. И, как пишут проводники, что в конце улицы нас будет ждать памятник главному герою, того, именем кого названа эта улица, то бишь Сенкевича. И мы, благодаря этой улице, пройдя ее до конца, войдем на рыночную площадь. Слушайте, хотела я вам сказать, как мне эта улица очень-очень напоминает Ивано-Франковскую 100-метровку. Это бывший Станиславив. И я, кажется, даже попала на какую-то ярмарку. Но о чем я? Я хотела вам сказать, что я хотела вам показать чудеснейший памятник Яну Карскому. Вот он, сидит на лавке, играет в шахматы. Я даже хотела снять красивый кадр. Но что здесь делает мусорный бак? Скажите мне, там ручей, там мосты, памятник и мусорный бак. В центре пешеходной улицы Сенкевича, я понимаю, но в центре тоже и стоит мусорный бак. Непорядки, непорядки.
И да, когда я готовилась к поездке, я читала, что очень часто здесь бывают разные фестивали и ярмарки. Но я все-таки думаю, что эта ярмарка, она приурочена к пасхальным праздникам. А видео, наверное, будет выходить чуть позже, но я снимаю в субботу, в воскресенье тут уже вербная неделя, да, пальмова неделя. Так что думаю, что это все приурочено к этому. Когда будете подниматься по улице Сенкевича, почему я говорю подниматься, потому что, как мы знаем, Кельце– это столица гор свинтокрестных, и видно, конечно, что город находится на холмах. Смотрите, там внизу. Это уже наш путь. И тут мы поднимаемся. Но к чему я? Я просто хотела вам сказать, что обязательно загляните в арку отеля «Бристоль», потому что сами двери, посмотрите, какие массивные, какая чарующая сделана арка. И вот она, атмосфера такого старого города. И пройдя почти 1,5 километра, просто покажу, как выглядит улица Сенкевича, мы наконец-то пришли к главному герою этой улицы, к тому, чьим именем названа эта улица, Хенрик Сенкевич. И написано «Кувадис». Я, скажу честно, эту книжку не читала, но я посмотрела фильм. Поэтому те, кто прочитал эту книжку, то я вами восхищаюсь. Кто и когда точно основал город Кельце, неизвестно, но мы всегда можем обратиться к легенде. И чтобы рассказать легенду основания города, нет лучшего места, чем идти на плац артистов и найти памятник кабану. Почему кабану? Сейчас вам расскажу. Именно кабан играет очень важную роль в основании города. Почему? Рассказываю вам легенду. Легенда основывается на событии из жизни Мешка Болеславовича. Это сын знаменитого Болеслава Хоробрего. Думаю, если вы интересуетесь историей Польши, или же вы готовились на карту поляка, или сейчас готовитесь, то вы обязательно должны знать, если вы еще не знаете, кто это такой. Так вот, раньше на этом месте 900 лет назад был очень густой лес. И этот лес манил разных охотников, так как тут было очень много дичи. И вот в один прекрасный день Мешка со своими приятелями, можно так сказать, поехал охотиться. И в какой-то момент он погнался за дичью и понял, что он отстал от своих приятелей. Также он понял, что он заблудился. Вы знаете, мне эта легенда очень напоминает легенду, о которой я вам уже рассказывала. В каком городе? Помните, в каком городе? Если помните, то напишите мне обязательно в комментариях. Но видно, все легенды начинаются очень похоже. Но разнится конец. Да, Мешка заблудился. Мешка отстал от приятелей. Он понял, что он остался в лесу сам. И уставший бродить, он решил отдохнуть, лечь отдохнуть. Он нашел поляну, чудеснейшую поляну, и просто там заснул. И вот ему снится сон, что на него напали грабители и начали вливать ему в рот отраву. Он очень долго боролся с ними, и уже когда почувствовал, что силы кончаются, что он уже обессиленный, ему явился святый Войцех. Если вы не знаете, кто такой святый Войцех, и вы тоже готовитесь на карту поляка, обязательно почитайте, кто это. Святой Войцех ему явился, повстал перед ним, провел по земле жезлом, и там, где он провел жезлом, появился чарующий ручей. Мешка напился воды из этого ручья, силы к нему вернулись, и ему удалось побороть разбойников. Вот. Когда он проснулся, он понял, что он лежит на поляне, там, где он засыпал, но раньше ручья не было, а сейчас появился ручей. Ручей был очень чистый, он тоже напился воды из этого ручья, и тут ему пришла идея, что в этом месте он хочет построить город.
И в центре этого города будет костел Святого Войцеха. Но отходя от поляны, он увидел чьи-то большие белые клыки. Он подумал, он не был уверен точно какого животного, но подумал, что это клыки кабана. Вернувшись в город, вернувшись к себе, он объявил всем, что строит город. И, как он и обещал, в скором времени был построен замок, было построено поселение, был построен костел Святого Войцеха. Ручей, который придал Мешку сил, назвали Сильница, а поселение назвали Кельцами в честь животного, которого он видел с большими клыками. Вот такая интересная легенда основания этого города. Вот и сам костел Świętego Wojciecha. Один из самых старейших костелов в Кельцах. И раньше говорят, что вокруг него было кладбище. И, к сожалению, я не знаю, это действительно уже какая-то моя традиция. Костел сейчас закрыт. Вернее, вот в эти первые двери можно зайти, в коридорчик такой, можно заглянуть вовнутрь, но только заглянуть. И пройдя улицу Сенкевича, мы выходим на рыночную площадь. И приблизительно с XII века городом Кельцы владели краковские епископы. Поэтому именно они построили первые дома в городе. Но рыночная площадь была построена позже. Именно рыночная площадь должна была соединить поселение города до прибытия епископов краковских и с той частью, которую строили краковские епископы. Поэтому площадь рыночная очень нестандартной формы из-за того, что должна была вписываться между двумя поселениями. И сейчас площадь находится в самом центре старого города. Конечно же, с годами площадь менялась. Также в 1800 году был большой пожар, который фактически все уничтожил. Также в этом пожаре сгорела и центральная ратуша. Сейчас, где раньше стояла ратуша, мы видим руины и видим фундамент этой ратуши. Вот я и добралась до одной из главных достопримечательностей города Кельца. Это дворец краковских епископов. Почему и для чего краковские епископы поселились именно в городе Кельце, достоверно неизвестно. Но до 1789 года именно они владели городом. Именно они оставили то, что вы видите за моей спиной. Дворец краковских епископов. Сейчас в этом палаце располагается Национальный музей. Так что, конечно же, я туда сейчас пойду. Но что еще важно, часть города, где расположен этот палац, называют Wzgórze-Zamkowe. Кроме упомянутого мной, и то, что вы видите за моей спиной, палаца, на этой горе еще есть кафедральный собор, который вы сейчас тоже видите за моей спиной. И я надеюсь, что вам слышно этот чарующий звук. Колокола отбивают. Сколько сейчас времени? Наверное, час. Это кафедральный собор Девы Марии, и он располагается, именно этот собор располагается в самом центре горы, на которой расположен палац, собор. И еще есть дворец Томаша Зелинского, но я еще туда не дошла. Сама базилика в стиле барокко, но еще можно увидеть и следы давнего романского стиля. Чтобы вас так не путать, вот собор, а вот палац.
Друзья, ну что ж, я уже после музея, после этого палаца замечательного, чарующего, великого, и сейчас вам все расскажу. Сейчас я нахожусь во внутреннем дворе. Тут у нас итальянские сады. Но немножко еще про музей. Вход с картой поляка в этот палац бесплатный, плюс аудиопроводник тоже выдают, и он тоже бесплатный. В музее функционируют две выставки. Одна это на постоянке, это комнаты епископов, как оно выглядело раньше, а вторая выставка меняется, они временные, и сейчас выставка посвящена флоре Польши к столетniej годовщине powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Вот. В первом зале сначала мы идем во временную выставку. Там, как я уже говорила, флора и фауна в Польше, очень много картин. В основном картины, посвященные природе Польши, цветам, деревьям. А потом мы уже идем по комнатам самого палаца. И это просто не описать словами, насколько чарующе это все выглядит. Не так сами комнаты, как потолки этих комнат. Я никогда еще таких потолков в жизни не видела, настолько красивых. У меня шея разболелась, потому что мы слушаем через аудиопроводник, да, информацию, но постоянно это каждую деталь хочется рассмотреть. Эти потолки это что-то с чем-то. И на музей так можете заложить где-то час. С аудиопроводником на спокойно час вы времени, в принципе, потратите. Вот. Сейчас сады, и как назло начался дождь, но этот палац, он действительно стоит вашего внимания, и сюда действительно стоит прийти. Пещера в центре города. Натуральная скала для скалолазания. Спуск на высоте 40 метров. Спокойная прогулка и отдых от суеты города, отдых от шумного города. Бывший карьер в центре города и амфитеатр, построенный в этом карьере. Такое возможно? Возможно это все увидеть в одном городе, в одном месте. Возможно, если вы приехали в город Kielce. И да, это все расположено в черте города. От центра пешком 20 минут таким очень-очень спокойным шагом. Если у вас быстрый шаг, 15 минут, и вы в этом месте. Один из заповедников, который находится в черте города Kielce. И это бывшая шахта, и она располагается сейчас в черте города. Но это место очень классно облагородили, сделали дорожки, амфитеатр, смотровые площадки. Я вот, например, сейчас решила сначала подняться наверх и посмотреть на этот город с высоты. Я просто еще раз убеждаюсь, как поляки умеют природу включить в город и город включить в природу. Так что урбанисты, поляки очень хорошие. Хотя это не совсем природа, потому что сначала человек вырыл тут карьер, но все равно очень классное пространство получилось сделать. Я просто в восторге. Конечно, камера масштабы не передает этой горы и вот этой высоты, на которой мы сейчас находимся. Но тут очень прекрасно. Ребят, я уже потихоньку обхожу эту скалу, потому что вокруг этой скалы сделаны вот такие дорожки, многоуровневые, так можно сказать. Амфитеатр, ну, сейчас закрыт, не сезон, но вы видели какие-то масштабы и как оно все построено было, я не представляю. А вот на эту гору можно wspinаться, и плюс трос натянут, не знаю, видно вам или нет,
Не видно этот трос, но как раз вот трос идет с этой стороны и аж на ту, за той скалой. То есть есть еще вот такое развлечение. Вот, как я говорила, многоуровневые дорожки. Там один уровень. Я сейчас спускаюсь на этот уровень. Там еще есть уровень, и там самый нижний уровень. И я просто хотела вам показать. Смотрите, какие мусорнички даже сделаны в стиль места, где мы находимся. Это же прекрасно. Все должно быть вписано в интерьер. Я, конечно, планирую все уровни обойти, но не знаю, хватит ли мне времени. Видите, какие маленькие там люди и какая огромная эта скала. Ну, просто телефон и съемки, оно, конечно, не передает эти масштабы. Я спустилась на самый низ этого карьера. И сейчас вам покажу. Вон там наверху я снимала первый кусочек видео с этого места. А вот и главный герой этого карьера — скала. Масштабы не передать масштабы, но я просто удивлена, как тут все классно сделано. Действительно очень классно. Очень. Я это место не забуду, потому что есть такие места, с которыми мы ассоциируем города. Так вот, Кельце я в первую очередь буду ассоциировать теперь именно с этим местом. Скала, что сейчас за моей спиной, вот в это, там еще есть вход в пещеры. Видела, как оттуда выходила группа в касках. Так что, если вы любители подземелья, то можете еще туда тоже сходить. Но я, если честно, такие места не очень люблю, поэтому я это пропущу. А именно на этой скале, что за моей спиной, мы можем увидеть следы животных, которые тут жили 360 миллионов лет назад. Так что тут раньше были тропики, и тут раньше было море. И это место, кстати, под охраной ЮНЕСКО. И, честно говоря, вот так ходить по вот этим мостикам на высоте, вот скала, вот эти мостики, как будто они в воздухе висят. Очень страшно, не то сказать. Ну что ж, друзья, именно в этом месте я буду с вами прощаться. И именно в этом месте я буду прощаться с городом Кельце. И скажу вам честно, Кельце недооценен туристически. Тут действительно есть на что посмотреть. Тут действительно очень много музеев, очень много. Я успела только сходить в один национальный, но вокруг национального музея еще расположены, я посчитала 3, так что те, что я увидела, но уверена, что музеев намного больше. Плюс, посмотрите, какая здесь природа. Не забываем, что Кельце — это столица Швентокширского воеводства. А чем знаменито это воеводство? Это воеводство знаменито своими горами. Кельце действительно удивляет. Город с давней историей, город с прекрасными дворцами, город с заповедниками. Сюда стоит приехать. Помните, в начале видео я вам говорила, что я ничего не знаю о городе Кельце, что кроме того, что это столица воеводства, и кроме того, что этот город окружен горами, я ничего не знала. Сейчас я очень рада, что я сюда приехала, я очень рада, что я познакомилась с этим городом, что я прикоснулась чуть-чуть к истории, конечно же, чуть-чуть, потому что за один день, я уверена, этот город узнать невозможно. Спасибо, что вы знакомились с этим городом со мной. Что ж, буду прощаться с вами. Спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно оставь комментарий, как тебе город Кельце, понравился или нет, был ты тут или нет. Мне будет интересно почитать тоже ваше мнение. Ну, а мы увидимся уже в следующих видео. Пока-пока. Cześć wszystkim i cześć Kielce.